Весна в этом году пришла на ферму Гаррисона поздно, снег сошел только в конце апреля, а по ночам еще держались заморозки. Ферма располагалась в долине у подножия скалистых гор, где пастбища уходили далеко к лесу, а стадо коров паслось на вольных лугах. Хозяин фермы, пожилой Томас Гаррисон, последние 10 лет жил один, если не считать его верной немецкой овчарки Кая. Кай был не просто собакой, он был партнером, напарником, тенью, которая следовала за Томасом повсюду, на утреннюю дойку, в ремонт сарая, на ночной обход. Шерсть его была густой, черно-подпалой, уши стоящими, а взгляд умным и сосредоточенным. Кай знал каждую корову, каждую овцу и никогда не ошибался, когда надо было загнать стадо к загону. В то утро Томас проснулся от странного беспокойства. Кай не спал в своей лежанке у двери. Пес стоял у окна и смотрел во двор, слегка повизгивая. Томас накинул куртку, вышел на крыльцо и увидел, что овчарка бежит к дальнему концу пастбища, где начинались заросли дикой сливы. Туда обычно коровы не ходили, земля была топкая, а кусты колючие. Но Кай что-то учуял. Он лаял, негромко, настойчиво, и то и дело оглядывался на хозяина, словно приглашая следовать за ним. Томас взял палку, чтобы раздвигать ветки, и пошел за собакой. В глубине зарослей, у старого поваленного ствола, он увидел нечто, отчего у него замерло сердце. В грязи лежал новорожденный теленок, он был еще мокрый, с необрезанной пуповиной, и отчаянно дрожал. Рядом не было матери, видимо, корова родила прямо здесь, в буреломе, и по какой-то причине покинула малыша. Может, испугалась, может, сама была больна, а может, просто оказалась слишком молодой и неопытной. Теленок едва дышал, его бока почти не поднимались. Холод и мокрая земля убивали его за считанные часы. Томас хотел было подойти и взять теленка, но Кай опередил его. Он осторожно, почти неуклюже, лег рядом с малышом и начал вылизывать его языком, очищая от слизи и прилипшей листвы. Томас изумился. Никогда раньше он не видел, чтобы собака так обращалась с чужим детенышем. Кай был рядом, пока теленок не начал чуть заметно шевелиться. Тогда пес поднялся, лизнул его в нос и отошел на шаг, давая хозяину пространство. Томас завернул теленка в свою куртку и понес в дом. Кай следовал за ними, не отставая ни на метр, и когда Томас уложил малыша у печки на старые мешки, овчарка легла рядом, положив голову на перекладину. Следующие дни стали испытанием. Теленок был слишком слаб, чтобы сосать из бутылочки, и Томасу пришлось кормить его с ложки, капля за куплей. Но Кай взял на себя другую роль. Он сидел рядом с малышом часы напролет, грея его своим телом, облизывал мордочку, когда тот плакал, и иногда тихо поскуливал, будто подбадривал. Когда теленок, которого Томас назвал Боря, начал понемногу вставать на ноги, Кай всегда был рядом, чтобы подпереть плечом, если малыш шатался. Коровы в стаде не приняли чужака, они фыркали и отворачивались. Но Кай и Боря стали неразлучны. Пес приводил теленка к миске с молоком, охранял его во время прогулок по двору и никому не позволял приближаться слишком близко. Даже самому Томасу иногда приходилось ждать, пока Кай не даст знак, что можно подойти. Однажды ночью, когда ударил сильный заморозок, Томас забыл закрыть дверь сарая, где стояла коробка с теплой соломой для Бори. Утром он обнаружил теленка в конуре Кая. Пес приволок малыша туда, устроил его между своими лапами и накрыл своим телом так плотно, что тот даже не замерз. Томас рассмеялся. «Ты теперь ему и мать, и отец, Кай». Но в глубине души он чувствовал тревогу. Такая привязанность могла стать проблемой, когда теленок вырастет. Шли недели. Боря окреп, начал есть твердый корм и все чаще убегал к стаду, пытаясь влиться в общую группу. Некоторые коровы начинали привыкать к нему, но все равно не подпускали близко. Кай не настаивал, он терпеливо наблюдал со стороны, но всегда был наготове, если кто-то из взрослых коров проявлял агрессию. Он вставал между ними и теленком, и даже самый крупный бык отступал перед его рыком. Однажды вечером, когда стадо возвращалось с пастбища, случилось то, чего Томас боялся больше всего. Началась гроза,
и молния ударила в старый дуб у ограды. Вспыхнул сухой кустарник, и перепуганные коровы в панике бросились бежать. Боря, который шел сзади, отбился от стада и начал метаться в дыму. Кай, не раздумывая, рванул в огонь. Томас видел, как черно-подпалая тень исчезла в клубах серого дыма, и его сердце оборвалось. Он бежал к месту пожара, задыхаясь от едкого воздуха, но не мог пройти сквозь стену пламени. Прошло несколько долгих минут, и вдруг из огня вынырнул Кай. Он вел за собой Борю, который прижимался к его боку. У пса обгорели усы, шерсть на спине была опалена, но он шел ровно и уверенно, показывая теленку путь к спасению. Как только они вышли на чистое место, Кай лег, тяжело дыша, а Боря уткнулся носом в его шею и не двигался до тех пор, пока пожарные не потушили пламя. Ветеринар, осмотревший пса, сказал, что ожоги неглубокие, но Кай потерял много сил. Томас ухаживал за ним несколько дней, смазывал ранки мазью, поил теплым молоком. Боря не отходил от конуры, а когда Кай начал подниматься, теленок буквально танцевал вокруг него, размахивая хвостиком. Коровы в стаде постепенно стали принимать Борю. Возможно, они чувствовали, что этот теленок пережил что-то необычное. Но Боря сам не рвался к ним. Он все чаще оставался рядом с Каем, и когда овчарка выходила в поле, теленок следовал за ней, как верный пес. Томас смеялся, глядя на эту пару, крупная немецкая овчарка и здоровый, подрастающий бычок, идущие бок о бок вдоль изгороди. Прошел год. Кай постарел, но все еще был бодр. Боря превратился в мощного быка с темно-рыжей шерстью и тяжелыми рогами. Он мог бы быть опасным, но его характер оставался мягким. Он никогда не бодал Кая, наоборот, если пес ложился отдохнуть, бык становился над ним, заслоняя от ветра и солнца. Когда Кай терял зрение от старости, Боря водил его по двору, подталкивая носом, если тот спотыкался. Томас часто сидел на крыльце и смотрел, как эти двое, пес и бык, бродят по пастбищу, и думал о том, что иногда самые невероятные связи возникают там, где их меньше всего ждешь. Однажды осенью Кай не проснулся. Томас нашел его в конуре, укрытого старым одеялом, а рядом лежал Боря, который всю ночь простоял у входа, не подпуская никого. Томас плакал впервые за много лет. Он похоронил Кая на холме, откуда открывался вид на все стадо. На следующее утро Боря пришел к могиле, постоял и тихо мыкнул, будто прощаясь. С тех пор бык каждый день приходил на холм, ложился рядом с камнем, который Томас поставил, и лежал так часами. Люди в поселке говорили, что это чудо, но Томас знал, это была просто любовь, которая не умирает. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!